Приветствую вас в этом видео. Продолжаем рассматривать, что нового появилось в Swift 5.4. И в этом видео мы поговорим про результат билдера. Вы узнаете, что это такое и как с ними работать. Досмотрите это видео до конца, я думаю, вы что-то новое узнаете. Билдеры, они неофициально появились еще в Swift 5.1, но в Swift 5.4 они были переименованы в результат билдеры и, так сказать, были обновлены и добавлены новые методы для их, так сказать, лучшей функциональности. Но давайте рассмотрим, что это такое и как с ними работать, то есть какую проблему они решают. Если сказать коротко, результат билдеры позволяет нам преобразовать несколько представлений в одно представление. И, понятное дело, это широко применяется в SwiftUI, внутри стека, к примеру, несколько представлений, то под капотом Swift преобразует все эти представления в одно представление. Поэтому вычисляемое SwiftBody все эти представления, вложенные в дочерние представления, принимает как за одно представление, благодаря результат билдера. Давайте сейчас рассмотрим несколько простых примеров, чтобы вы видели, как работает результат билдера. Смотрите, рассмотрим вот такую вот функцию, которая возвращает в качестве результата одно выражение типа string. И здесь вот если мы запустим этот код, то он без проблем у нас будет работать, потому что здесь мы передаем лишь одно выражение, которое является типом string. Поэтому, понятное дело, Swift понимает, что это является выражением типа string, поэтому он без проблем ее возвращает. Что если мы напишем внутрь этой функции 3 строки? То, понятное дело, Swift уже с этим не справится, так как он уже не будет понимать, что мы хотим сделать. Давайте мы это попробуем. Здесь, смотрите, здесь у нас та же самая функция, но вот эту строку, которая здесь вот у нас была как одна строка, мы разделяем на 3 строки. Да, вот первая строка, вторая строка и третья строка. И, понятное дело, это у нас уже 3, так сказать, разных выражения. Без нашей помощи Swift не может самостоятельно преобразовать в одно представление типа string. Здесь он уже не понимает, что мы хотим сделать, понятное дело, поэтому здесь у нас, видите, происходит ошибка. И вот здесь вот нам на помощь как раз приходит результат билдера. Для этого нам нужно просто использовать атрибут результат билдер. Давайте мы это сделаем. Давайте вот здесь чуть ниже мы создадим новую структуру под названием Simple String Builder. Мы применяем вот этот вот атрибут, о котором я сейчас вам говорил, собачка результат builder. И как минимум вот в этой структуре мы должны использовать статичный метод под названием buildBlock. И что делает этот блок? Обратите внимание, что он как раз вот принимает вариативный параметр. То есть здесь мы можем передать одну строку, либо несколько строк, неважно, либо вообще ничего не передать. Все вот эти вот строки, которые мы будем представлять, он их, как видите, здесь вот под капотом, как видите, здесь внутри этого метода, он преобразует в одно выражение типа string. Получается, здесь вот наша структура Simple String Builder, благодаря вот этому вот атрибуту, который мы здесь добавили, становится как раз вот результат билдером. Теперь вот эту структуру мы можем использовать для того, чтобы, к примеру, вот в подобных методах преобразовывать 3 выражения в одно выражение. Но, в принципе, мы можем это сделать и напрямую, используя эту структуру. Это будет выглядеть вот таким вот образом. Давайте я вам сейчас здесь покажу. Допустим, здесь мы создаем константу joined, используем напрямую вот эту вот структуру, статичный метод, и, допустим, вот эти вот через запятую, здесь уже обратите внимание, что через запятую мы передаем вот эти 3 строки, и под капотом Swift, благодаря вот этому билдеру, преобразует эти все 3 строки в одну строку, поэтому, как видите, здесь вот он их может вывести в консоль, да, потому что благодаря вот этому билдеру он все эти 3 строки преобразует в одну строку. Ну, давайте мы это используем как отдельный атрибут для метода. Это у нас будет выглядеть вот таким вот образом. То есть мы можем это сделать вот таким вот образом, да, это, можно сказать, первый способ, а это, можно сказать, такой вот второй способ, да, но, как правило, мы будем использовать это таким вот образом, потому что здесь вот уже эта структура является уже атрибутом, поэтому таким же образом ставим здесь собачку, пишем название нашей структуры, применяем ее к нашему методу, тот же самый метод, но обратите внимание, что уже не обязательно ставить запятые, просто можем вставить 3 строки, и он уже под капотом будет вызывать вот этот статичный метод, который под капотом преобразует эти все 3 выражения в одно выражение. Поэтому если мы так вот его запустим, наш код, то, понятное дело, он также вот это вот 3 строки выведет в консоль, как будто это была бы у нас одна строка. Более того, благодаря результат билдерам мы можем сделать, конечно же, больше, чем просто преобразовать несколько представлений в одно представление. Мы даже можем добавить, допустим, условный код. Но для этого нам нужно добавить 2 дополнительных метода. Давайте посмотрим, как это мы можем сделать. Создадим новый билдер. Давайте вот этот код я удалю. Мы создадим новый билдер
под названием Condition String Builder. Вот этот метод основной мы оставляем, который преобразует несколько представлений в одно представление. И добавляем два новых метода. Builder Either, который будет рассматривать первое условие, и Builder Either, который будет рассматривать второе условие. И теперь вот этот Condition String Builder, он может поддерживать под капотом условия. То есть мы можем передавать уже внутри метода, или, допустим, вычисляемому свойстве бади, допустим, если мы это применяем в SwiftVI, да, можем уже передавать условный код, и вот уже внутри условного кода, благодаря вот этим вот методам, он будет все это преобразовывать в одно представление. Давайте посмотрим, как это у нас будет выглядеть. Давайте этот код я сюда вставлю. Смотрите, эту структуру мы также используем как атрибут, вот таким вот образом. Здесь мы передаем две строки. И смотрите, здесь вот мы используем условный код. И теперь для Swift это не является проблемой. А здесь он в этом случае для вот этих двух строк он будет вызывать вот этот метод. Для вот этого условного кода он будет вызывать вот эти два метода. Благодаря этому под капотом вот этот весь последовательный код, который я вот выделяю, да, он будет преобразовывать в одно представление. Выражение типа string. Да, и он без проблем это выводит на консоль. Здесь у нас, как видите, срабатывает условный код, и он выводит в консоль, да, либо вот это выражение, либо вот это выражение, в зависимости от того, какое у нас здесь будет значение вот в этом условном коде. Также, если мы хотим, мы можем добавить и цикл for. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Давайте мы используем также структуру под названием Complex String Builder. Также вот эти три метода мы оставим, которые у нас были раньше, и добавим новый метод, да, статичный метод под названием buildArray, который, смотрите, уже будет работать с массивом string, и этот массив string он будет преобразовывать в одно выражение типа string. И теперь уже внутри какого-то метода, которому мы применяем вот этот вот атрибут, да, Complex String Builder, мы можем уже использовать цикл for, какое-то еще может быть выражение, да, и все это под капотом, хотя мы этого не видим, но под капотом Swift это все будет преобразовывать в одно выражение типа string. Поэтому здесь он все это, так сказать, преобразует, вот этот метод он будет вызывать, и он преобразует это все в одну строку и вернет здесь вот значение типа string. Давайте запустим наш код. Видим, все это у нас отлично работает. То есть сначала вызвался вот этот метод, потом вызвался вот этот метод, и все это мы преобразовали в одно выражение типа string, и здесь вот он без проблем это, так сказать, возвращает это значение. Здесь также следует добавить, что Swift 5.4 результат билдеры были расширены, и теперь эти билдеры можно даже применять и к хранимым свойствам. Давайте сейчас я вам покажу, как можно применять билдер к хранимым свойствам в SwiftUI. Давайте вот здесь вот чуть ниже я создам структуру, которая будет у нас называться custom vStack. Он у нас будет принимать какой-то контент, который будет соответствовать протоколу Vue, и сам по себе он будет соответствовать протоколу Vue. И вот здесь вот мы, понятное дело, можем какую-то дополнительную функциональность добавить. И вот здесь вот мы, как видите, вот к свойству контент мы применяем вот таким вот образом атрибут ViewBuilder. И вот здесь вот все, что мы здесь укажем, вот, допустим, во вертикальном стеке, он все это будет под капотом преобразовывать в одно представление. Да, под капотом у нас будет это работать ViewBuilder. И теперь давайте попробуем это применить и используем вместо обычного вертикального стека наш кастомный вертикальный стек, который мы здесь создали. Давайте мы это сделаем вот таким вот образом. Запустим, проверим. Как видим, все это прекрасно работает. Вот изображение и текст наш кастомный стек вертикальный преобразует в одно представление. Поэтому здесь у нас код работает без проблем. Здесь мы можем также добавлять дополнительные представления, можем добавлять кнопочки, разные представления. И все это наш вертикальный стек будет преобразовывать под капотом в одно единственное представление. Поэтому это отлично будет работать в нашем вычисляемом свойстве body. Возьмите, пожалуйста, на заметку, чтобы вы знали, как это использовать в своих приложениях и применять этот новый атрибут. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал и увидимся в следующем видео.